Каждый предмет в Майнкрафте имеет свои свойства. Что-то можно метать, что-то поджигать, а что-то очень прочное. А что если объединять свойства в одном предмете? И с Alchemity это возможно. Огромная реактивная булава для уничтожения всего и вся, съедобные камни, и все это возможно с этим модом. Но начнем сначала. Прогресс мода начинается в аду. Сначала вам нужен сполоцвет, чтобы создать дневник алхимика, ваш путеводитель, а также алхимический экстрактор для ингредиентов и крафтов. Далее вы создаете алхимическую кузню, где можно трансмутировать предметы. Как пример, получить из меда слизь, древесный уголь превратить в каменный. И самое главное, трансмутировать кузню в пьедестал инфузий. Пьедестал инфузий располагается вокруг кузни, и теперь начинается самый сок мода. Каждый предмет можно делить до 4 свойств. Количество слотов можно увеличить на 1 с помощью звезды Незера. Некоторые свойства не занимают слотов и в основном являются декоративными. Попробуем инфузировать верстак жемчугом, и теперь его можно метнуть и телепортироваться. Чтобы узнать, какие свойства у предметов, стоит сделать кодекс инфузий, в котором расписаны открытые свойства и что они делают. После чего экспериментирую с инфузиями, открывая их все больше. Также с помощью визора свойств можно о них узнать в описании предмета. И теперь, когда мы прошлись по главной части мода, рассмотрим другие наполнения в виде инструментов, артефактов и материалов. Мод добавляет свинец. Материал иммунный к свойствам. Инструменты и броню из него инфузировать нельзя, но можно сделать свинцовую губку, чтобы стирать свойства. Также можно трансмутировать свинцовое яблоко. Кто вообще ест свинец? Особое внимание стоит уделить на грезосталь. Из него делают оружие и инструменты с 6 слотами для инфузий. Стоит обратить внимание на лук, который переносит эффекты снарядов на стрелы, что позволит сделать телепортирующие стрелы. Ну или какие-нибудь копающие. Помните, я говорил про огромную булаву? Ее можно сделать с помощью линзного уменьшения и увеличения. Теперь у вас в руках может быть огромная палка, либо маленький щит. Теперь пройдемся по некоторым артефактам. Реактивная булава делается на алхимической кузне. Позволяет летать на правую кнопку мыши в направлении курсора. Но в отличие от обычной булавы, при ударе с высоты от падения не спасет. Но ничто не мешает инфузировать ее в обычную булаву, сделав ее реактивной с возможностью выжить при падении. Также ее можно засунуть в ботинки, и теперь у вас реактивные ботинки для полета. Пояс нимбы кристального шторма позволяет вам совершать рывки. Отличие здесь в количестве этих рывков при отрыве от земли. Можно наделить их свойствами всю броню, чтобы усилить рывки. Хоумран бита – мощное оружие с 10 уроном. Имеет медленную перезарядку и при ударе очень сильно отбрасывает моба в сторону. Либо стучит по башне, если решите покликать. И это еще не все. В моде есть куча других предметов, которые стоит посмотреть самостоятельно. Это же не гайд, верно? Ну а на этом обзор заканчивается. Если вам понравился мод, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, если вам понравился мой формат обзора. А с вами был я. Хорошего вам дня.